Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Перед началом видео хочу вас попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик, так как я поставил себе цель набрать 20 тысяч подписчиков на канале до конца лета. Поэтому прошу вас помочь мне в этом. И еще не забудьте поставить лайк. Заранее спасибо. Черешня – одна из самых вкусных, ярких и полезных ягод. Мы с нетерпением ждем лета, чтобы насладиться этим лакомством. В этом видео мы рассмотрим полезные и вредные свойства черешни для организма, а также узнаем о пользе листьев и косточек этой ягоды. Также мы сравним черешню с вишней и узнаем, какая из этих ягод более полезна. Прошу вас досмотреть ролик до конца. Отмечу, что наш канал без подписки смотрит целых 83% зрителей. Прошу тех, кто еще не подписан на канал, но смотрит его, поддержать нашу команду, подписаться и нажать на колокольчик. Пусть кнопка «Подписаться» превратится в «Вы подписаны». Заранее благодарим вас за просмотр. Черешня отличается сладким вкусом, который привлекает не только детей, но и взрослых. В этой ягоде содержится целый набор витаминов, антиоксидантов и минеральных веществ, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, а также для здоровья костей и суставов. Современный мир выращивает черешню повсеместно, где позволяют температурные условия, включая Россию. Исторически первые ягоды появились в Древнем Риме. Считается, что впервые черешню попробовали путешественники в Китае, однако долгое время эта ягода не была популярна. Затем люди стали замечать, что плод привлекает птиц, и черешня получила название птичьей вишни. Спустя много лет, в конце 15 века, ягоду переименовали в уже известное нам название черешня. В настоящий момент черешня не является лекарственным средством, однако ее применение в комплексе с другими препаратами помогает при таких состояниях, как повышенное артериальное давление, вероятность развития тромбоза сосудов, высокий холестерин в крови, низкий иммунитет, частые простудные заболевания, проблемы с органами желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в черешне содержатся витамины и незаменимые вещества, которые полезны для красоты кожи, волос и ногтей. Черешня при сахарном диабете. При данном заболевании необходимо ограничивать употребление сладкой пищи. Но в черешне, несмотря на ее сладкий вкус, содержится природная глюкоза. Поэтому ягода обладает относительно низким гликемическим индексом – 25 единиц. При сахарном диабете употреблять черешню можно в небольших количествах. Достаточно маленькой горстки ягод. За счет содержания антиоксидантов и витаминов черешня укрепляет сосуды и улучшает кровообращение. Зачастую они повреждаются при данной патологии, но при диабете черешню стоит употреблять только в чистом виде. Не допускается изготовление варенья или компота. При панкреатите, воспалении поджелудочной железы, требуется соблюдение строгой диеты. В первые дни заболевания вообще назначается голод. По мере стихания остроты процесса рацион постепенно расширяется. Для больных панкреатитом можно готовить кисель или компот из черешни в более поздний период. Разрешено употреблять ягодные муссы или желе. Если заболевание носит хронический характер и находится вне обострения, то можно включить в свой рацион и свежую черешню. Главное ограничивать ее количество и не злоупотреблять. Не стоит кушать более 100 грамм ягод в сутки. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление черешни, как и любых других ягод, овощей или фруктов, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает вероятность развития осложнений. В этих продуктах содержатся полезные вещества, улучшающие кровообращение, снижающие избыток холестерина, предотвращающие сгущение крови и тромбоз. Черешня в комплексе с другими средствами помогает при нарушении ритма и сердечной недостаточности, так как богата калием, который укрепляет сердечную мышцу и улучшает ее сокращение. Также ягода способствует расслаблению сосудов и снижению артериального давления. Входящие в ее состав антиоксиданты защищают клетки от воздействия свободных радикалов. При гастрите и воспалении желудка необходимо соблюдать примерно такую же диету, как при панкреатите в остром периоде. Запрещено употреблять любые ягоды и фрукты. А при улучшении состояния можно постепенно включать в рацион кисель и компоты, а также ягодное желе. Согласно данным, когда гастрит находится в стадии ремиссии, то черешню можно употреблять в свежем виде, в отличие от вишни, которая может повысить кислотность в желудке и ухудшить течение заболевания, а также не провоцировать изжогу. Кроме того, черешня помогает избавиться от запоров, так как содержит пищевые волокна, которые улучшают моторику кишечника и способствуют его регулярному опорожнению. Черешня также обволакивает стенку кишечника и способствует заживлению повреждений. При синдроме раздраженного кишечника можно применять сушеные плоды черешни, которые заливают водой и дают настояться. Затем пьют небольшими порциями несколько раз в день.
Черешня стимулирует сокращение кишечника и обеспечивает перемещение его содержимого, особенно эффективно при снижении двигательной активности кишечника. Прием 150-200 грамм черешни ежедневно поможет нормализовать стул и сделать его регулярным, а сам процесс безболезненным. При подагре, которая связана с нарушением обмена веществ и накоплением солей и мочевой кислоты в мягких тканях и суставах, необходимо соблюдение диеты с ограничением мясных блюд. В данном случае черешня не является запрещенным продуктом. Ее можно смело употреблять при подагре, так как она снижает болевые ощущения в суставах и улучшает самочувствие. Черешню можно употреблять как в свежем виде, так и готовить с ней полезные отвары. Например, можно в 1 литре воды сварить 4 столовые ложки хвостиков ягоды. Полученный в результате напиток необходимо процедить и пить по 2-3 стакана в сутки. Черешня имеет противораковое действие, которое связано с ее противоопухолевым эффектом. Этот эффект черешни обязан входящим в ее состав антиоксидантам, которые защищают здоровые клетки организма от воздействия токсинов, свободных радикалов и опухолевых клеток, препятствуя развитию мутаций и распространению опухоли. Регулярное употребление черешни эффективно в профилактике колоректального рака. Черешня имеет множество полезных свойств для женщин. Она помогает нормализовать гормональный фон, что уменьшает болевые ощущения при менструации. Также черешня улучшает реологию крови и предотвращает образование тромбов, что особенно актуально для девушек, принимающих оральные контрацептивы. Кроме того, эта ягода содержит комплекс витаминов и минералов, которые способствуют молодости, красоте кожи, волос и ногтей. Для мужчин черешня также является полезной. Она необходима для поддержания здоровья сердца и сосудов, а также положительно влияет на мочеполовую систему мужчин. Черешня защищает предстательную железу от развития опухолей и стимулирует выработку мужских гормонов. Обладая высоким содержанием энергии, черешня будет полезна любителям спорта во время тренировок. Вопрос о том, что полезнее, черешня или вишня, имеет свои отличительные признаки. Черешня содержит больше углеводов и глюкозы, при этом обладая небольшим гликемическим индексом – 25 единиц, что позволяет ее употреблять при сахарном диабете. Вишня содержит меньше углеводов, но больше минералов. Ее гликемический индекс равен 22, что делает ее более безопасной для людей с данным заболеванием. Черешня также помогает снимать воспаление в суставах и облегчает состояние при болезнях опорно-двигательного аппарата, таких как артриты и подагра. Вишня, благодаря содержанию мелатонина в своем составе, способствует нормализации сна и гормонального фона в организме. Кроме того, полезные вещества содержатся не только в самой ягоде, но и в ее косточках, листьях и хвостиках. Приготовление отваров из этих частей черешни может быть полезным для организма. Например, отвар из измельченных листьев черешни, залитый стаканом горячей воды, обладает антисептическими свойствами и может быть добавлен в ванночки для ног в целях профилактики грибка ногтей. Отвар из хвостиков черешни, добавленный в стакан кипятка, может успокоить нервную систему и помочь снять усталость. Вещество амигдалин, содержащееся в косточках черешни, также может использоваться для приготовления отваров. Несмотря на огромное количество пользы, употребление черешни не рекомендуется людям, страдающим рядом заболеваний. К таким заболеваниям относятся аллергия на черешню, обострение панкреатита, гастрита или язва желудка, низкое артериальное давление, неконтролируемый сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника. Если вы сомневаетесь, можно ли употреблять черешню в связи с вашим диагнозом, обязательно проконсультируйтесь с врачом и обсудите возможные побочные эффекты. Черешня может навредить нашему организму, если была выращена с добавлением токсических удобрений. Поэтому лучше отдавать предпочтение черешням, выращенным в натуральных условиях, и покупать их у проверенных продавцов. Бесконтрольное поедание черешни может привести к проблемам со здоровьем, поэтому контролируйте количество съеденного продукта в сутки. Суточная норма черешни может быть индивидуальной для каждого человека и зависит от сопутствующих заболеваний. Чтобы черешня была полезной и безопасной для здоровья, лучше ее покупать в сезон созревания, когда вероятность того, что она выращена в натуральных условиях, намного выше. Самый оптимальный вариант – это черешня из вашего сада, когда вы сами знаете условия ее выращивания и можете быть уверены в ее безопасности и пользе. Черешня содержит множество витаминов и полезных веществ, поэтому ее следует включать в свой рацион. Узнать больше о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения можно на нашем канале. Рекомендуется подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк и поделиться роликом с родными и близкими.